Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы все знаете, что в лоскутном шитье огромное значение имеет выбор цвета ткани. Даже всем знакомый способ работы может преподнести сюрпризы, если внести небольшие изменения. Что нам понадобится для работы? Квадраты из плотной ткани, размер 12 на 12 сантиметров. И еще рисуем выкройку, клинышек. От угла откладываем по обе стороны отрезки по 3,5 сантиметра и соединяем их с противоположным углом. Делаем эти отметки на всех заготовках. Блок будет достаточно сложным, поэтому, чтобы не запутаться, лучше нарисовать схему и посчитать количество деталей. Нам понадобится 4 разновидности заготовок, по 4 штуки каждая. После предыдущих проектов у меня остались обрезки. Сразу же найдем им применение. Ткани яркие, цветные, красивые. По задумке на белых квадратах должны быть красные ткани. У подходящей по длине и цвету полоски подгибаем один край, совмещаем с отметками на квадрате и пришиваем сверху внахлёст. В этом случае мы видим линию шва, границу, за которую не надо выходить. Ориентируемся на схему, пришиваем полоску и с другой стороны. Объясняю, почему мы выкраиваем целый квадрат, а не просто клинышек. Основа у нас джинсовая ткань. Она плотная, но она стрейч, немного тянется. Нашитые сверху полоски ее укрепляют, не дают тянуться. А с другой стороны, сами по себе эти полоски довольно хлипкие. Если шить только из них, то придется делать дополнительное укрепление тканью и стежку. Когда пришили первый ряд полосок, закрываем оставшиеся уголки. Так можно пришить и второй, и третий ряд полосочек. Но нам повезло, нашлись треугольники подходящего размера. Когда отшиты все детали, переходим к работе с утюгом. Все тщательно проутюживаем. Затем промеряем и подравниваем заготовки. Отрезаем лишнюю ткань. А дальше нам предстоит самое интересное – сборка узора. Посмотрите, покрутите детали, какой вариант вам больше понравится. Когда нас все устраивает, приступаем к сборке полотна. Сшивать будем по вертикали. Сначала соединим вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Шить будем гирляндой, одну деталь за другой. Нитки не обрываем, никаких промежутков не делаем. Строчка крепкая, мелкая. Закрепки ставим обязательно. Отшитые гирлянды разворачиваем, расправляем. Швы можно сразу прошпарить утюгом, а потом прошиваем, соединяем их вместе. Получается довольно интересная конструкция. В ней все держится на нитках, на соединительных швах.
И нам остается только прошить ее по горизонтали. И смотрите, какой оригинальный узор у нас получился. Представьте себе, как может выглядеть большое полотно, собранное из таких блоков. Чуть раньше, по такой же технологии, но с другим расположением ткани основы, мы шили другой блок. Он тоже получился очень красивый и эффектный. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Напоминаю, что все мои видео вы можете найти на Дзене. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!